Вьетнам. Лето. 1969 год. Я уже не помню, сколько я здесь. Кажется, что всю жизнь. Еще вчера я высадился с новичками первой кавалерийской дивизии в долине Иадранг в составе первого батальона 7-го кавалерийского полка под командованием Гарольда Мура. Это было страшно, жестоко. Нет, это был ад. Там я впервые повстречал пса. Всю дорогу мы прикрывали друг друга. Но судьба нас развела. Сейчас я работаю один. У меня специальная миссия. Перед выходом я получил письмо от пса, в котором он рассказывал, что довелось узнать его подразделению о той области, куда я направлялся. Враги были везде. Всегда нужно было быть начеку. Как же хорошо, что еще в учебке я освоил все необходимые навыки маскировки. Bạn cổ tích một quán mì quán trâu. Вот, деньги за тот. Оружие, которое мне доводилось использовать, было трофейным. К сожалению, та винтовка М16, что выдавали всем нам, была очень сильно повреждена под огнем наших птичек. У трофейного оружия были свои плюсы. Находясь в тылу врага, я не знал недостатка в боеприпасах. Единственное, о чем я забыл, это об опасности деревьев. Всем привет! Вы смотрите видео с канала Важного Кота, и как я думаю, да что уж думаю, вы уже все давно поняли, исходя из названия, о чем будет данный ролик. Он будет посвящен солдатикам, но это не просто солдатики. Это солдатики по не так-то часто встречающейся тематике, по крайней мере для России. Вьетнамская война – один из наиболее значимых конфликтов второй половины 20 века, оставивший неизгладимый отпечаток на мировой истории человечества. Началом данной войны можно считать гражданскую войну в Южном Вьетнаме в 1957 году. Впоследствии же в данный конфликт были втянуты множество стран, и одна из значимых ролей в этом конфликте предназначалась Соединенным Штатам Америки. В 1965 году эта мощная держава начала полномасштабное наступление, надеясь на скорую победу. Но их планам не было суждено сбыться, и противостояние затянулось на долгие года, собирая жертвы не только среди военных, но и среди мирного населения. Однако оставлю сейчас все вот эти исторические отсылки и попытки разобраться, кто виноват в возникновении данного конфликта и зачем вообще Соединенные Штаты Америки туда влезли. Тема моего канала более простая. Это игрушки, фигурки. В данном случае набор солдатиков от нового производителя под названием Plastic Platoon. Пластиковый взвод, если вам угодно, в переводе на русский язык. Данный производитель начал свою деятельность в октябре 2017 года. Он специализируется на классических солдатиков с подставками масштаба 1 к 32, а также некоторых элементах террейна. И первая избранная тема этим производителем весьма специфична – Вьетнамская война. И если данный конфликт не так уж интересен многим из моих зрителей, то думаю, что вот эти фигурки пробудят интерес. Я говорю так не случайно, эти фигурки распространяются в пакетах, и их уже можно разглядеть через полиэтилен и понять, насколько это крутые солдатики. Забегая вперед, скажу, что такого качества я не видел ни у одного производителя. И первая моя ассоциация, когда я увидел эти фигурки, была такая: это что, сборные модели, такие же, как выпускает компания «Звезда»? Но нет. Это цельнолитые солдатики из гибкого материала, качество детализации, качество исполнения которых превосходит все,
то, что я видел до этого. Лично меня подобные исторические наборы солдатиков побуждают на изучение темы. Так было с фигурками от инженера Басевича, так происходит и сейчас с фигурками от Plastic Platoon. На данный момент у этого производителя есть уже 3 готовых отряда солдатиков и парочка укреплений. Поподробнее об этом можно узнать непосредственно из группы Plastic Platoon, ссылку на которую я обязательно размещу в описании к данному ролику, чтобы вы могли поближе ознакомиться с тем материалом, который есть в той группе. Ну а теперь поподробнее, кто это такие, что это за ребята, что это за бойцы. Это представители 1-й кавалерийской дивизии США, которые участвовали во Вьетнамской войне. Изначально кавалеристы были, естественно, конниками, и данный тип войск был маневрен и подвижен. В 1943 году кавалеристы окончательно лишились лошадей и стали легкой пехотой, но в 1962 году их преобразовали в экспериментальную аэромобильную воздушно-десантную дивизию. Именно в таком качестве они вступили во Вьетнамскую войну, хотя в 1970 году все кавалеристы были переведены в танкисты. Поподробнее об этих ребятах можно узнать также и при помощи кинематографа. Фрэнсис Форд Коппола в свое время снял фильм «Апокалипсис сегодня», где кавалеристов можно увидеть в качестве настоящих отморозков, а также 1-й кавалерийской дивизии США полностью посвящен фильм «Мы были солдатами» с Мелом Гибсоном в главной роли, исполняющим образ Гарольда Мура. Ну что ж, перейдем непосредственно к солдатам. Начну я с вот этой фигурки. Все фигурки, как вы успели уже обратить внимание, выполнены вместе с подставками, и на каждой подставке снизу имеется оттиск Plastic Platoon. Подставочки здесь тоже непростые, они выполняют, а точнее играют роль некоего рельефа. В данном случае мы видим, что боец наступает одной ногой на камень. Судя по рельефу, это то ли какая-то мшистая поверхность, то ли песок. В принципе, для тех, кто красит миниатюры, может быть и то, и другое. Естественно, вот этот элемент — это кусочек литника, от которого я сейчас избавлюсь. Динамичная поза. Боец бежит в атаку. Обратим внимание на детали. Посмотрите, у этого бойца есть усы. Лицо сосредоточенное. Он понимает, что дело серьезное. На каске проработаны не только необходимые элементы, такие как ремень, но еще, посмотрите, есть повреждения, как будто бы ткань порвалась, ткань, которой покрывали каску. А с другой стороны, это скорее всего нарисованный карточный знак пики. Ведь всем известно, что в ходе вьетнамской кампании среди американцев ходил такой миф, что вьетнамские партизаны очень боялись этого знака. Поэтому некоторые солдаты даже носили с собой целые колоды карт, состоящие из одних тузов пики, чтобы оставлять их на телах павших врагов. На плече данного бойца прямо на рубашке мы видим, во-первых, символ кавалерийской дивизии, а чуть пониже под ним шеврон, исходя из которого можно судить, что это сержант. На шее видно жетоны этого бойца, а в руках он держит не что иное, как автомат Калашникова. Во вьетнамском конфликте основным оружием Соединенных Штатов была винтовка М-16. Но так как это были первые образцы, которые только-только сошли с конвейера и еще не были доработаны, то мнения об этой винтовке разделились. И до сих пор многие считают, что оснащение этой винтовкой служило одним из поводов поражения, потому что ее часто клинило, винтовки выходили из строя, а вот автомат Калашникова был более приспособлен к тем условиям, в которых воевали вьетнамцы. Ну и в руках сержанта, как мы видим, как раз-таки трофейное вооружение. Проработаны складки одежды, карманы, даже ботинки у этой фигурки. И обратите внимание, на колени бойца это вовсе не дефект литья, это порванная штанина. И здесь, и здесь. Это просто изумительно для фигурок такого масштаба, такая поразительная детализация. Действительно, раньше я видел такое только у сборных моделек. И на примере этого первого солдата, точнее кусочка литника от него, я вам покажу, что это за материал, из которого отливаются данные бойцы. Вот. Согнутый пополам литник. Разгибается. Это сродни софт-пластику, из которого хобби-бункер отливает своих солдатиков. Поэтому можно не бояться за тонкие части этих вояк в том, что они отвалятся. Следующий боец целится в кого-то из пистолета и при этом разговаривает. Разговаривает он посредством радиосвязи. В руках у него характерная трубка, которая, по идее, подсоединялась проводом
к станции радиосвязи, но об этом чуть попозже. Этот боец тоже находится в напряженной позе, в принципе, как и весь этот отряд. Своими позами он выдает то, что эти ребята подверглись внезапному нападению. Сразу обратим внимание на плечо этого бойца, у которого точно так же есть эмблема кавалеристов, а чуть пониже шеврон, не совсем понятный, если честно. Вот здесь на сгибе он получился, и это либо штаб-сержант, либо сержант первого класса. На руке у него есть часы, проработанные различные подсумки на разгрузке. За спиной у него есть фляжка, нож и гранаты. М-26, точно такие же, как использовались, а точнее даже были разработаны в период войны в Корее. Рядом с гранатами видно кобуру для пистолета с двумя буквами US, United States. Боец что-то кричит в трубку, видимо просит поддержки от артиллерии, либо вызывает вертолеты для эвакуации раненых. А на каске у него с одной стороны, по-моему, это у нас флаг Конфедерации. Очень-очень на это похоже. С другой же стороны пачка сигарет и какой-то флакончик. По крайней мере, мне так кажется. Обратите внимание на скульпт ног, проработка складок штанов, проработка шнуровки ботинок. Все это в целом делает фигурку просто потрясающей. Но раз уж есть фигурка, которая связывается с кем-то по рации, то значит есть и радист. И это так. Радист — это уникальная фигурка этого отряда. Единственный сидящий боец, причем сидит он не просто так, и он абсолютно не в боевой позе. Это боец, который, скорее всего, получил ранение, возможно, даже контузию. Он закрывает руками уши, либо пытаясь прийти в себя, либо пытаясь укрыться от всего того ада, который творится сейчас вокруг. Бросил свою винтовку М-16. На его левой ноге нет ботинка, и штанина изорвана. Вполне вероятно, что он либо угодил в ловушку, либо получил ранение, и для перевязки раны с него была снята обувь. Исходя из черт лица этого воина, я могу сделать предположение, что это темнокожий человек, характерный такой крупный нос и челюсть. Под каской у него есть какой-то платок, а на самой каске, как мы видим, имеется цепочка с крестом. А за спиной у этого бойца как раз та самая радиостанция. На самом деле я немножечко поискал в интернете, и это ранцевая пехотная радиостанция, очень похожа на PRC-77 68 года, либо PRC-25 62 года. А то, что эта станция, у меня нет никаких сомнений. Вот здесь вот в верхней части мы видим различные разъемы, различные регуляторы, которые позволяют настраиваться на частоту. Нижняя же часть, скорее всего, выполняет роль батареи для работоспособности этой станции. Поверх радиостанции мы видим целых 5 гранат, и по их форме можно предположить, что это дымовые шашки, либо М8, которые отравляющие, либо М18, которые выполняют функцию дымовой завесы, либо привлечения внимания. Ну, знаете, разноцветный дым, чтобы указать точку эвакуации, либо скрыть бойцов от врага. Какие-то подсумки сбоку. На поясе у бойца целых 2 фляжки и граната. Есть точно так же нож. Учитывая то, что воин вооружен винтовкой М16 А1, то, скорее всего, вот этот вот нож — это штык-нож, который прилагался в то время к данной винтовке. Штык-нож М7. Нестандартный подход, нестандартная фигурка, но в паре с командиром все становится на свои места. Именно вот как-то так они должны располагаться, чтобы была целостная картина. Следующий шикарнейший боец — этакий кивок в сторону дедушки Рэмбо. Накачанный вояка, который держит в руках не что иное, как пулемет М60. Увешанный лентами с патронами, стоит в полный рост и поливает всех своих врагов огнем. Судя по выражению лица, он действительно испытывает настоящую ненависть. Он не чувствует страха. Его желание — это уничтожить всех врагов. На каске этого бойца с одной стороны есть, похоже, тоже сигаретная пачка, но может быть это что-то и другое, потому что нечто прямоугольное может быть чем угодно на самом деле. С другой стороны, под ремнем каски находятся патроны.
такого же, судя по всему, калибра, как и те, что используются для данного пулемета. Пулеметные ленты, проходящие через мощное мускулистое тело этого бойца, у меня вызывают почему-то ассоциации с революционными матросами времен гражданской войны в России. Но в руках у этого воина пулемет М-60, который получил в то время прозвище «Свинья» за свои конструктивные особенности и внешний вид. Сошки, как мы видим, у него в сложном состоянии. Предназначался он, собственно, для стрельбы с сошек, с места. Но также другие вариации этого пулемета позволяли устанавливать его на различную технику. Катера, машины и так далее. Боец широко расставил ноги для более плотного упора, чтобы сдержать отдачу пулемета. К сожалению, у него нет верхней одежды, на которой находятся шевроны, и мы не можем сказать, какого он звания. Вполне вероятно, что это обычный рядовой пулеметчик. Еще один боец, вооруженный все той же винтовкой М16А1, которую бросил радист, но с примкнутым штык-ножом. В случае того, если закончатся патроны, этот боец будет готов к рукопашной схватке. Точно так же, как и у пулеметчика, несколько патронов под ремнем шлема, а с другой стороны целый магазин для его оружия. У этого воина бронежилет надет прямо на голое тело. Трудно сказать, что это конкретно за бронежилет, возможно, это морпеховский М55, либо это М69 для пехоты. У него тоже свирепое, отчаянное выражение лица, он готов на все. Видимо, это не те новички из кавалерийской дивизии, которую показывают в фильме «Мы были солдатами». Ножны для штык-ножа этот боец приспособил на бронежилет. Высокая детализация оружия достигается путем использования 3D-технологий, а характерный для многих отлитых в силиконовые формы фигурок вот такие лопухи облоя удаляются очень легко. Либо при помощи модельного ножа, либо при помощи турбозажигалки. У меня зажигалки под рукой нет, поэтому я ограничусь отрыванием при помощи пальцев. Сзади на поясе, помимо подсумков, мы также видим у воина фляжку, дымовые гранаты и одну разрывную М26. Поверх бронежилета надета разгрузка, и получается, что все-таки ножны находятся на разгрузке, а не на бронежилете. И последний боец данного отряда – гранатометчик, перезаряжающий свой однозарядный гранатомет, который, к слову, пользовался популярностью в том конфликте, М79 под тривиальным названием «Блупер». Данное прозвище привязалось к нему благодаря звуку, который издает данное оружие при выстреле. Дальность броска гранаты из этого гранатомета составляла 350-400 метров, что давало очень большое преимущество над врагом, который не имел подобного оружия. Благодаря таким гранатометам захватывались высоты, зачищались подлески и уничтожались группы врагов на подступах. На основе этого гранатомета точно так же были разработаны и варианты для вертолетов. С одной стороны, под ремнем каски у этого воина еще один заряд для гранатомета, ну а с другой та самая карта туз-пики. Воин сосредоточен, скорее всего размышляет, успеет он перезарядить вооружение или нет, либо ищет новую цель. Точно так же на голое тело надет бронежилет, и никакого дополнительного вооружения помимо гранатомета у этого бойца, к сожалению, не имеется. Зато есть целые две фляжки. А на спине, обратим внимание, прямо на бронежилете нарисован знак, который называется «Пацифик», и принадлежит он антивоенному движению, хотя изначально его значение – это знак британского движения за ядерное разоружение. В то время на своих бронежилетах и касках воины рисовали и писали абсолютно все, что хотели. Исходя из того, как выглядят эти бойцы, можно сделать предположение, что это не новички, и, скорее всего, они базировались в каком-то лагере, а раз у многих из них неполное обмундирование, у кого-то бронежилеты на голое тело, которые подверглись внезапной атаке. Именно этим можно обусловить то, в каких позах они находятся. В общем, вот такие вот классные солдатики, воплощающие в своем лице первую кавалерийскую дивизию Соединенных Штатов Америки, производит пластик Платун. На мой взгляд, это самые лучшие по части детализации и поз фигурки из всех, что я видел в последнее время. Но их качество, конечно же, оправдывает цену. А теперь, используя старшего по званию, я хотел бы продемонстрировать масштабы по сравнению с фигурками от Хобби Бункер, Ек Кастингс, Инженер Басевич, ну и, конечно же, Старичок-технолог. Примерно тот же самый масштаб и пропорции. На этом я закончу данное видео, поэтому можете поставить лайк, если оно вам понравилось, вступить в группу ВКонтакте, подписаться на канал, поделиться видео с друзьями, прокомментировать видео. Ну а с вами были
солдатики от Пластик Платун и Важный кот. Пока.